Ребята, всем привет! Приехал я открыть сезон по жерлицам. Уже расцвело. В принципе, я так и собирался, чтобы приехать светло было. Приехал один. На льду первый раз еще в этом году. И вот фиг его знает. По темноте лазить тоже особо неохота. Никто не поддержал меня, все работают. Но вот смотрю, уже лунки набурены. Да вон там даже чьи-то жерлицы стоят. На ночь оставляли. В принципе, у нас морозы тут пару дней постояли где-то, наверное, минус 15 и так вот. Я с дома выезжал, было минус 14, но сейчас где-то градусов 11, наверное. Что будем пробовать? Давайте попробуем, какой лед. Взял пишню. Попробуем проверить. Я думаю, лед уже должен быть толстый уже. Хотя вот там вот дальше есть какие-то пятна темные. Фиг его знает. Там дальше вот коряги есть. Может, возле коряг еще и не замерзло. Ну а так тут лунки старые уже набурены. Вот даже старая лунка, смотрите, замерзла. Пишней не пробивается. Вот уже хороший, можно бегать. Можно было смело пораньше приезжать. Жерлицы чьи-то стоят. Значит, может, сегодня с кем-нибудь пообщаемся. Как тут поклевывает, не поклевывает. Место хорошее. Самое главное, что здесь рыбаков много не бывает. Нету особо прессинга такого, как на других водоемах, что даже жерлицы негде поставить. Ладно, взял я с собой бур. Поеду туда чуть подальше. Сейчас будем расставляться. Вот чья-то жерлица стоит. Но не сработана. И вот там вот дальше я сколько, по крайней мере, 3 штуки я вижу. 4 он, по-моему. Но все не сработавшие. Я так думаю, это местный кто-то, наверное, поставил. Как-то я в том году был. Тоже вот здесь, в этом месте. Сколько, штучки 3, наверное, жерлицы стояло. Местный тут дедушка ставит, у него прямо дом тут рядом. Ну, смотрите, тут водичка. Ладно, пойдем дальше смотреть, где-нибудь расставимся. Место-то есть, где ставить. Будем надеяться, что от нуля получится уйти. Там вот с горки спускается. По-моему, это местная рыбачка. Идет с санками, если я не ошибаюсь. И вот там еще у нее дальше жерлицы стоят. Один флаг вижу. Ладно. Пойдем тоже куда-нибудь в ту степь. Подойдем, потом спросим у нее. Смотрите. Наверное, местная ловила на удочку. Не забрала кусочка. Уже замерзший. Такие тут поклевывают на удочку. У меня, к сожалению, мотыля нету с собой. Попробую на балансирной. Тут лунки набурены. Она и в том году где-то в этом месте тоже на удочку ловила. Он отколачивает лунку, лунка замерзла. Сейчас подойду, спрошу. Завела, наверное, кот. Всю леску смотала? Не все. Все, рвать. Не? Ну давайте еще долбану. Куда она там уходит? Ладно, леску не отрубить. Ну да, прихватило хорошо.
Да, на удочку поклевывает, что ли? Да ну, вчера вообще живца наловила. Вы на окушка ставите, да? Да, на окуне. Ну, все поклевки были на окуне. А плотвичка вчера поймалась, но крупная, зараза. Ага. Смотрю, стоит прилично, да? Или посерединке. Да посередине леска ж. Где-то должна идти. Она как раз там где-то и... Какой окунь. Замерз. Все. Дупель пусто. Ты поможешь? А там наверняка тоже. А где? Да тут все надо так колотить. Они все, надо было снегом присыпать. А не было снега, вот. Ну, везти на санках вон с поля. А куда деваться? Пошла знала ведь, что топор надо или молоток взять. Да молотком тут особо не надолбишь. Ну, топор. Топориком, да, еще может и можно было. Ну что-то вообще плохо. Они всю ночь же простояли, да? Да. И только одна поклевка. Нет, ну почему? Вчера вот две. Не, за ночь я имею в виду. Ну, она может и есть там. Как Никто это? же не знает. Она же морозилась. Как это есть? Ё-моё. О. Ничего себе. Переставляю. Вчера плохо было. Хера себе. Да. Быстрее мне надо было вчера. Снежком бы присыпали, полегче было бы, конечно. Да. И так вон пока все спят, убежал на рыбалку, не ругались. А вчера поставилась и давай быстрее домой. И сколько же у вас их тут стоит? Вот, все, две. А остальные чьи? А я не знаю. Что ж, посмотрим, какой лед. Лед приличный. На лунке будет прихватывать. Надо будет, наверное, присыпать снежком. Эта девушка сказала, что это не ее жерлица. Ее всего две только. Остальные это чьи-то. Говорит, вечером вчера не было. Или по темноте приезжали, ставили, или утром рано. Я думал, если это все ее будут, она замучается выдалбливать их. А это, видать, недавно кто-то поставил. Ну, снежком присыпанные. Ладно, сейчас будем ставить. Так, вот такая вот у нас жерлица. Флажки переделал я уже сам. Отражайку повесил. Везде у меня стоят тройники. Хотя не знаю, чего тройники. На летних кружках у меня двойники везде стоят. Надо будет как-нибудь попробовать. Половину на тройники, половину на двойники. Есть разница в поклевках будет, не? Так, сделал вот такую вот приблуду дома. Такую вот прищепочку. И на леске грузик. То бишь выглядит вот так. Ровно 30 сантиметров. То есть цепляем прищепочку. Блин, запуталось. Опа, за крючок. Опа. Так. И в лунку. Хавана. Так. Мотаем до грузика. Как почувствуется грузик. О, вот грузик. Вес грузика чувствуется. Загибаем флажок. Все. Готово. Живец будет 30 сантимов от дна. Так, сейчас гальянчика возьмем.
Поймаем гальянчика нашего. Ох, какие бойкие. На рыбалку хотят. Сезон открыть. Блин, попадали все. Ручкой прихватывает. Минус 13, говорит. Хорошо, ветра еще нет. Так бы вообще была жопа. Ну вот. Первая пошла клевать. Что не тонет. Что-то трава, что ли, или что-то. Надо было буром пошарудить. Может, траву поставил. А сейчас снежку принесу чуть. Снежком подзасыплю. Ну и так расставляем все теперь. Ну вот средняя глубина где-то с метр, наверное. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Это с учетом того, что еще лед тонкий. Ледик, когда поднарастет, будет вообще мелко. Морозец, так что засыпаю и лунку. И сверху потом засыпаю. А то потом придется долбить пешней. Вот сколько я здесь уже, наверное, минут 40 точно есть. Вот кто это расставил жерлицы, не знаю, но пока и сколько они стоят, фиг его знает, потому что я приехал, ни машины, никого не было. Есть только местные, откуда-нибудь с другого места ушли. Ну, больше десятка у них точно стоит. Ни одной поклевки пока у них не видно. Так, присыпали. И стоит. Будем надеяться, что наш гальянчик, не знаю, какой у них живет, что наш гальян не подведет. И вон, смотрите, какая туча заходит. Такое ощущение, как будто сейчас или снег пойдет, или фиг его знает. Тучка заходит. Я вот расставляюсь вот здесь уже. Оставили такой пятачок туда, в конец не хочу идти. Вот здесь расставлю. Цель была посмотреть лед. Ну и от нуля хотя бы уйти. Буду дальше расставлять. Ребята, первая поклевка. Первую жерлицу, которую поставил. Выстрел. Пытается. Ага, сидит. 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 Вот такие вот дела. Красавица. Вот она. Спина покусанная. Но мелковато, конечно. Сама освободилась. Крючочек выплюнула. О, какая. Что тут с гальяном с нашим? Гальян живой. Хорошая щучка. И гальян живой. И щучка живая. Надо ее по-быстрому отпускать. Все. Отпускаем. Пусть растет. Лайкос. Сезон открыт. Отлично. Так, надо быстренько заряжать, пока гальян не замерз. Есть. Тут уже на глаз будем ставить. Глубина примерно вот такая. Оба. Так. Гальян. Еще живой.
Поплывешь? Поплывет. Так, сейчас схожу за черпачком. Присыплю снегом чуть. Все, от нуля ушли. Можно собираться домой ехать. И есть еще одна поклевка. Стоит, не мотает. Руки подмерзают, ветер поднялся. Петель. Ой, бороду какую скинул. Борода. Леска-то через катушку. Руки подмерзают. Не молчит. Молчит. Сидит. Ушла. Сидела. Мелко. Может даже окунь. Надо было подсечь. Да и следов не видно, наверное, окунь. Сейчас с местным мужиком разговаривал. Пошел туда дальше. Но он окуней ловит. Вчера, говорит, плохо. Штучек 5 поймалось. Что, говорит, с каждым годом все хуже и хуже. Летом, говорит, ловил здесь на спиннинг по 3 килограмма щук. Говорит, много блесен оставляешь, коряк много. Это мы в курсе. Ладно, заряжаем по новой. Все, глубина тут примерно стандартная везде. Уже на глаз буду ставить. И все. То я тут недавно поставил. Мужик пришел, чьи жерлицы стоят. Тоже одну поймал. Ой, там флаг сработанный был. Не хочет, молчит. Надо наколенники себе сделать. Смотрел ролики, как делают. Наверное, тоже себе замучу. Нет, нету никого, походу. И живца нет. Пусто. Сработала жерлица. Мотает, мотает. Ага. Что-то есть. Не крупный опять.
окунь. Ага. Такой вот окушок. Красавец. Кушка заберем на тараньку. Захватил тройник. Хрен еще живой. Клюнул еще кто-то у нас. Ага, сидит. Сидит. Еще одна щучка. Эту заберем. Такая вот красотулька. Заберем на таранечку. А то больше не отпустят на рыбалку. Сказали привезти на таранку. Ай. Ладно, сейчас достанем. Секелявка. Шнурок. Пойдет. Что здесь? Тоже есть, да? О, вот это вот уже нормальное. Таких можно ловить. Ну да, метра по 3 ты оставляешь до лески. Да, больше потому что тут... А стопоришь А, вон за это. через дырку. Да, это. Это через жабры, да, живца? Ага. Все ясно. Ну вот и закончилась моя рыбалка. Время 2:30. Сезон можно считать открытым по жерлицам. Удалось даже поймать пару щучек, одного окуня. Одну щучку выпустил, одну забрал. Окуня тоже забрал. Буду солить. Познакомился вот с парнем, который жерлицы ставил. Зовут Паша. Паша, привет, если будешь смотреть. Так вот, у него на жерлицах поводки с флюра стоят. Говорит, проблем никогда не возникало, щука не перекусывала. И двойники у него стоят. Правда, живец у него карась. Он продевает живца через жабры. Не знаю, вот думаю поэкспериментировать. Может тоже поводки с флюра наполовину поставить. Не знаю. Но вот двойники точно попробую на половине жерлиц поставить двойнички. И тоже через жабры одеть. Будет толк, не будет. Как сходы будут, не будут. Может на тройники меньше сходов. Я не знаю. Проверим. Радует, что лед толстый уже местами. Сантиметров 10, наверное. Где-то больше, где-то меньше. Был Паша там в конце сказал, вообще еще тонкий. Но там как ручей течет, там он и будет тонкий. Надо попозже туда идти. Ладно, все. Не забываем подписываться на канал. Всем пока, всем удачных рыбалок. До свидания.